Сегодня мы пригласили 3 интересных нам человека для того, чтобы сделать нестандартный формат презентации и в диалоге раскрыть для вас, что собой на самом деле является Pimax, какие у него цели, какие у него решения. Дизайнеры плавились на этой картинке очень много. Это то, что мы не показывали до этого вообще нигде. Я теперь понимаю просто, почему это уникально. Да, и, соответственно, у вас компания может расти еще больше. Это по-другому невозможно. Создать компанию, создать резюме. Рад, что Excel-ки сумасшедшие выросли в такой софт. Глобальная ошибка получается всегда в начале. Масштабно, интересно, хочу тестить. Мы с тобой виделись год назад. Тогда у тебя было коммуникационное агентство Meteam. Сейчас оно также, так оно в какой-то группе компаний состоит. Вы являетесь агентством в группе компаний, и вы обслуживаете на стартап-бус в Полтаве. Смотри, почему я тебя пригласил? Во-первых, у тебя очень классный предпринимательский опыт, потому что ты строила компании с нуля и разгоняла их до какого-то объема. Плюс ты классно понимаешь, как и что приходится проживать нормальному предпринимателю, который не вырос на каких-то бесплатных ресурсах, условно. Плюс я знаю, что ты в какие-то моменты проживала какие-то сбои в настройках в компании. Вот эти все штуки я сейчас... И плюс я знаю, что у тебя очень огромный объем уважения других людей в сфере бизнеса, как минимум в своем регионе, но это не важно. Это работает вопрос только контакта с тобой, мне кажется. И поэтому я тебя пригласил с целью показать, что мы сделали за этот год, чтобы ты для себя дала какое-то оценочное мнение, насколько это будет полезно таким ребятам, таким компаниям, как у тебя, потому что это даже не людям, это больше компаниям, как у тебя. И сейчас мы тебе все это развернем. Окей, давай. Смотри, вот рисуем сценарий, по которому вообще строится любая компания. Ты как человек, когда создаешь ресурс в виде компании, ты ее создаешь ради какой-то цели. Цель у тебя условно там 100%. 100% от чего-то ты хочешь от компании. Что ты дальше делаешь? Ты начинаешь обрастать функционалом. Продажи, маркетинг, производство, офис, найм людей, обмен файлами, коммуникация. Это все функционал, который ты строишь каждый раз по-своему уникально. Когда у тебя в компании 1-5 человек, все легко управляется, цифры по прибыли. Это небольшие цифры относительно денег, но классно, потому что это больше, чем на работе. Прибыль там какая-то условно 15-55% условно. Мы сейчас берем 1 миллион компаний и просматриваем стандартный сценарий, закономерность, как все в мире происходит, как все развивается. У тебя будет, если вдруг ты реально, у тебя крутые скиллы, у тебя классный продукт, ты будешь дальше обрастать функционалом, это будет дальше набирать какие-то объемы, и компания будет продолжать расти. У тебя, когда будет компания 5-50 человек, у тебя прибыль упадет до 5-15%. Это потому, что все усложняется. Все усложняется, вот эти все настройки, которые ты строила по коммуникации, по всему, они начинают немножко где-то сбой, кто-то уволился, кто-то поменял работу, кто-то ушел с данными, кто-то что-то потерял. Это все влияет на вот эти вот циферки, потому что там не только от того, сколько ты продаешь, зависит цифра по прибыли. Можно наращивать масштабы, но это все равно будет умирать, если вдруг что-то неправильно соединено. Потом компания 50 плюс человек, это уже средний крупный бизнес. В компании падает прибыль еще, 1,5% становится на всем обороте. Мы берем всю выручку, прибыль 1,5%. Это условная цифра для того, чтобы понять закономерность, как меняется во времени компания в цифрах. Что с этого всего интересное? Здесь 90% компаний умирает. Ты с этим чуть не столкнулась, потому что в моменте вот эта история набирает каких-то рисков, она усложняется. Ты допустила ошибку полгода назад, она только сейчас сказалась. И вот это, она часто очень смазывает именно саму ошибку, где допущена она, в логике или в функционале. Ты ее не заметишь в моменте, когда она уже бьет по выручке. Что дальше происходит? Средний возраст людей, которые успешно строят средний крупный бизнес, выдерживают средний крупный бизнес, потому что есть люди, которые взлетают до 50 человек, разогнать команду несложно. Сделать большую команду несложно, ты это знаешь. Да. Но удержать ее и стабильно получать с этого прибыль, то средний возраст таких людей там 40+. Потому что вот эти все маленькие, которые здесь разогнанные предприниматели, они не получилось, запустили заново. Не получили, запустили заново. Другое название, другая модель, другое что-то, они запускаются просто заново и все. И того мы имеем, что 90% компаний умирают, запускаются заново,
Здесь прибыль 90, здесь расход 99-95% на получение этого 1% прибыли 5. Здесь средний возраст 40+. Вот это вот цифры, которые мы имеем на сегодня в реалиях того, как мы управляем компаниями. Смотри, что это еще, на чем это все работает. Есть люди, которые это все построили, которые это все объединяют. Они это все сделали с помощью какого-то софта. Таблицы, документы, файлы какие-то, инструменты, те же самые меры. Вот эти все прототипы, которые ты видела у меня год назад, это то, что люди комбинируют. Только вопрос, как ты это комбинируешь, зависит от того, какой будет результат. И малейшая ошибка, малейшая ссылка не туда, ты сразу тратишь прибыль. Потому что ты сразу же неправильно, потратила больше времени, ты потратила немножко эффективности. И тебе от этого где-то будет нагружаться, потом что поломается, сбойнет, и ты не можешь такое поддерживать. А то, что у нас получилось комбинировать в своей модели, это очень такой, непростая была задача, чтобы это все выдерживать, чтобы оно все работало. Мы сами на этом сейчас работаем. У нас у самих эти прототипы до сих пор используются, потому что мы себе продукт еще не сделали. Это нам необходимо было для того, чтобы мы отработали некий метод, как можно делать по-другому. На какой закономерности, на какой логике оно должно работать по-другому для того, чтобы более стабильно выдерживать какие-то цифры. Смотри, что здесь дальше. Когда в компании 50 плюс людей, ты сейчас работаешь в такой компании, с такой компанией, что там дальше? Они ищут на рынке какие-то некие ERP-системы для того, чтобы пришли специалисты, провели аудит, который очень недешевый. Они не берутся за маленькие им вообще не интересно, у них нечего описывать. Они берут средний крупный бизнес, проводят аудит, говорят, вот такой софт мы на вас оденем, вот это будет стоить от 50 долларов плюс, это условная цифра, опять же, для того, чтобы понять, что это недешево. Что произойдет? Они не меняют структуру компании вообще, они не меняют архитектуру, они функционал, который имеется у них в их коробочке. Что такое их ERP-система? Это некая коробочка, которая имеет опыт по описанию этих компаний. Они ERP наденут на компанию в виде нового софта, который заменит старый, и немножко человеческого фактора тоже убавится, потому что здесь софтом будет решаться много задач. Почему такая цена? Потому что это каждый раз уникальная история. Они каждый раз приходят в компанию, которая уникально строилась изначально. Поэтому им надо все это либо подточить под ERP-шку, либо ERP-шку кастомизировать под их компанию. Это тоже возможно. Они сводят до какого-то среднего значения, и потом у тебя компания работает на каких-то новых софтинах, которые дорогие в обслуживании, требуют отдельного сервера. Мы к этому вернемся. Отдельный сервер, на котором хранятся какие-то важные данные, которые защищены Wi-Fi и каким-то почтовым аккаунтом, для того, чтобы давать вот этим людям доступ к информации. Понятна логика? И вот так работает на сегодня 90% всех компаний. Смотри, что мы сделали. Помнишь, я тебе рассказывал, что я нашел когда-то, что любая компания строится из должностных лиц, должностное лицо, ресурсы, процессы, показатели. Эта вся история за 3 года практики и тестов каких-то выросла в то, что любая компания строится из набора структурных единиц. Структурные единицы – это некая нематериальная составляющая любой компании. Любой бизнес – это набор структурных единиц. Это не люди, это некая ячейка, куда люди сносят ресурсы. Эти ресурсы в этой ячейке пережимаются, дают новый результат и идут в компанию как результат, передаются дальше. Из таких структурных единиц у тебя компания создана ради результата. У тебя есть, например, дизайнер, у тебя есть продавец, это структурная единица. Человек, например, Саша, он занимает роль. Да. Он приходит в структурную единицу, предоставляет свои ресурсы. Теперь его ресурсы плюс те ресурсы, которые ты положил в эту компанию, нематериальные, материальные и структурные, если это руководитель, он их с помощью своих ресурсов будет как-то обрабатывать, перерабатывать и давать результат. Структурная единица создается ради результата. Есть еще процессы. Процессы – это лишь информация, то, как человеку лучше выполнять те или иные, как лучше использовать те или иные ресурсы. Процессы в нашей логике – это просто информация. Это как для пилота, если вдруг что-то, не дай бог, случилось, у него есть книжка, где написана инструкция, что если двигатель отпал. Это делать, это инструкция. А так он вообще водит самолет без инструкции. Он не читает книжку, ведет самолет. Это не надо, потому что люди и так понимают, что такое должность. Информация это полезно при найме новых людей, при улучшении каких-то процессов, потому что у тебя есть здесь набор ресурсов и набор процессов, которые, если ты понимаешь результат, ты можешь понять, из чего он состоит. Если ты поменяешь любую составляющую в этой всей ячейке,
это повлияет на результат. Да. Структура единиц мы лишь для того, чтобы понятной формой их объяснять. Потому что если бы математики в чистом виде делали структуру компании, они бы вообще делали все с результатов. Ну, понятно, они бы убрали туда всю форму, сделали результат, и это все пережимали, это была бы та же самая компания, только в виде цифр вообще. Мы для удобства создали понятие структуры единицы. Это понятие сейчас в нашей системе является как правилом построения вообще всей архитектуры. Смотри, что мы сделали. Имея такое правило, теперь следующее. Если мы смоделируем опять сценарий вот этот, когда человек создает компанию, с целью того же самого результата, который никто до конца не понимает, потому что думает, что цель прибыль. На самом деле цель там много маленьких целей, которые вошли в то, чтобы то, что ты хочешь получить от компании. Потому что это не только прибыль. Когда люди говорят, у меня цель компании прибыль, нет, у тебя есть цель компании еще эмоциональная, есть какие-то там смысловые какие-то вещи. Это все не про прибыль. Прибыль это лишь одна из цифр. Смотри, ты когда создала компанию с целью какой-то, мы ее с помощью своих правил и своего софта разбиваем на набор структурных единиц. Там есть, например, SEO, руководитель направления, 2-й уровень, руководитель отдела, 3-й уровень, исполнитель, 4-й уровень, или сразу исполнитель, или руководитель отдела и 2 исполнителя. Это все структурные единицы, это не люди. Ты сразу же занял эти все роли, когда создала компанию на приложение. Это тебе дает возможность сразу же получать набор базовых приложений, которые заложены на структурные единицы. Смотри, что мы сделали. Ты, когда покупала мобильное устройство, у тебя на нем изначально было предустановлен набор базовых приложений, которые идут с коробки с мобильным устройством. Вот они здесь тоже как-то выражены. Вот это вот форма приложений. Если я нажму сюда, то это раскроет приложение. Та же самая история мы сделали на системе. Мы сделали набор базовых приложений для того, чтобы ты изначально получила необходимый функционал, который касается найма, увольнения людей, хранения, обмена ресурсов, ну, файлов, коммуникация, процессы, задачи, начисление заработной платы, описание показателей, описание склада твоих материальных ресурсов. Вот это все базовая штука, которую каждый здесь строит, только каждый строит уникально. Вот это то, что необходимо, как при покупке айфона. Ты же не создаешь звонилку и настройки на айфоне. Это сразу же завод идет. Ну, мы к этому уже привыкли. Но если вспоминать, немножко откатываться назад, то мы раньше комбинировали кнопочный телефон, диски, флешки, калькуляторы, фотоаппараты. Да, ты сейчас, Женя Кудря сказала фонарик, правильно говорит. Плюс человек равно результат. Вот смотри, вот этот результат, вот он. Ты получаешь благодаря, это просто немножко другая цель вот этих устройств. Ты их как-то между собой перекомбинировала, знаешь только ты, как ты их скомбинировала. Это набор алгоритмов в голове. Ты их как-то между собой перекомбинировала, это дало тебе 100% твоего результата. Мы можем в процентах мерить, да, любой объем, который бы мы не взяли. Хочешь что-то улучшить, меняешь это устройство на новое. Или диски много раз используемые. Но это все равно комбинирование ресурсов для получения результата. Да. Этот результат во времени как он менялся. Когда в 95-м году он появился, где-то там, я сейчас точно дату не назову, когда появились эти кнопочные телефоны, диски, эта вся история, когда появилась. Она до 2007 года развивалась сначала быстро, а потом затормозилась, потому что уже технология себя изжила. Они уже там извращались над устройствами. Комбинировали что-то, там фонарик плюс телефон, но это все равно еще без мозгов, оно не очень было эффективно, я бы так сказал. В сравнении с чем-то. В сравнении с этим оно безумно эффективное. Ну, если мы вспомним, что произошло в 2007 году, когда появился, например, iPhone, ну, вообще даже не сам iPhone, а мобильное устройство с сильными операционными системами. Для меня это iPhone первый. Когда он появился, что было? Мобильное устройство, железка, плюс операционная система, плюс набор базовых приложений. Позже потом появился, через, наверное, полгода появился магазин. Это тот же самый результат, и те же самые 100%. Смотри, очень простая штука. Результат одинаковый. И то звонит, и то отправляет, и то фоткает. Просто теперь это одно устройство, а вот эти все функции, которые ты от него хотела, заложены в набор базовых приложений. Только эти все функции управляются набором правил, которые заложены в операционной системе. Логика простейшая вообще. Просто вот эти алгоритмы, которые у тебя были здесь в голове, как ты это комбинировал каждый раз уникально, заложены в операционную систему в виде набора правил и с набором базовых приложений. Это для того, чтобы это устройство могло работать, и оно было стабильно, и было независимо от этого участника. Потому что участник лишь наполняет эти приложения данными, для того, чтобы это устройство давало его личный результат. И эта штука тоже развивалась с 2007 по 2021 с безумной скоростью, потому что технологии тут
скачки, потом замедлялось. Сейчас уже у нас операционки обновились на 5%. Это просто аналогия для того, чтобы понимать, как устроена компания. Компании сейчас ты комбинируешь вот эти все штуки, только у тебя сейчас еще надо их построить сначала. Да, есть какие-то таблицы, конструкторы, да, есть документы, конструкторы, но это все строится самостоятельно, потом плюс человек, а в компании не один человек, в компании много людей, которые это все между собой комбинируют, и из-за этого формула еще усложняется, потому что не один человек. В телефоне это еще было более управляемо, в компании это менее управляемо. Софт сейчас и денег хватает для того, чтобы это все работало. Давало там какие-то твои небольшие результаты относительно того, что могло бы возможно быть. Смотри, что мы здесь еще такого интересного сделали. Этот весь набор базовых приложений, когда человек создает компанию на ресурсе, на WiMAX, он сразу же получает SEO и исполнителя. И неважно, как это называется. Это у него сразу заложено вот это вот правило в работу. Они между собой уже связаны с системой и с набором базовых приложений. Если ты создашь новую структурную единицу на системе, создашь, например, себе сюда маркетолога, назовешь ее маркетолог, укажешь, что это 4-й уровень компании, тут есть 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, это для того, чтобы, знаешь, как навигация, чтобы было легче понимать, что где находится. Да. 4-й уровень компании. Мы сразу же с помощью софта распаковали набор базовых приложений, который идет как структурная единица. Они связаны с корнем по умолчанию. И тебе надо, ты когда создашь ее, тебе предложат либо самому ее занять, либо найти другого человека. Можно вопрос? Конечно. Вот здесь вот эти базовые приложения, они привязаны к уровню компании? Да. Все понятно. Они наполнены, исходя из уровня компании, Понятно. который мы создадим. Потому что мы не можем создать среднее звено без 4-го, Да. потому что логика такая, что ты сначала создаешь исполнителя, а потом, если вдруг много исполнителей, ты создаешь среднее звено. Понятно. Это для того, чтобы перевзвешивать результаты, которые достигают среднее звено. Супер. Ой, исполнители, сори. Смотри, другой человек в своих целях, он не собирается строить компанию, но он тоже владеет какими-то ресурсами. Ты владеешь... Подрядчик? Вот там, команда. Там сидят ребята сзади, у них масса ресурсов, кто-то разработчик, кто-то дизайнер. Да. Но он не хочет делать свою компанию, у него таких целей нету. Он просто описывает себя в виде резюме. Резюме — это как описать свои ресурсы, так же получается? Да. Я могу структурной единицей просто взять и найти это резюме внутри системы, потому что это все находится он не все зарегистрировались в платформе? WiMAX, да, это все в одной экосистеме находится. Смотри, он создает свое резюме, я с помощью структурной единицы, я захожу в структурную единицу, я хочу в нее нанять человека. Я запускаю процедуру поиска, это HR-модуль, который зашит внутри системы. Я, если вижу, что резюме мне подходит, его ресурсы мне подходят, это по факту описание его ресурсов. Да. Я ему бросаю оффер, если он его окает, там может быть шаги, там, собеседования, это все вопрос процедурный. Но если он окнул, он сразу же получает доступ к структурной единице. Это все то, а вот это весь набор базовых приложений позволяет тебе быстрее его нанимать, обучать, настроить коммуникацию. Он понимает все, как устроено, потому что у него есть набор базовых приложений, которые разворачиваются прямо в моменте создания. Это все нам стоило хера времени по разработке. Но то, что мы сейчас сделали, это подобно смартфону, когда ты покупаешь телефон, тебе сразу в нем тебе просто надо добавить туда данных, чтобы это все работало. Потому что без данных это не будет работать. Окей. Это закрывает вот эти вопросы. Затем, что здесь еще есть интересного? Во-первых, тебе теперь не надо колхозить с софтом, с таблицами, с конструкторами, потому что половина вещей закрыта этим функционалом. Затем... упрощается подбор команды. Упрощается много вещей, да. Это смотри, здесь сложно оценить все моменты, где идут упрощения, но на самом деле мы называем это правильным полем комбинирования ресурсов и обмена файлов, обмена ресурсами между вот этим человеком и вот этим человеком. Вот это все, это некое поле комбинирования ресурсов между двумя людьми. Потому что клиент, который будет клиентом, он тоже будет получать результат от компании, который произведет компания посредством сжатия вот этих всех результатов по системе. Потому что у тебя продукт компании — это сжатие всех результатов. Смотри, у тебя уборка офиса — это тоже продукт компании. Потому что это все произведено компанией, условно. Потому что компания это то, где все результаты производства, маркетинг, вот эта вся история сжалась в одну цифру и выдала как продукт. Это обмен ресурсами между тремя людьми. Смотри, что здесь еще из более важного.
Все думают, что мы на протяжении года делали продукт под бизнес чисто. Ну, делали продукт для управления бизнесом. Ну да. Да, все правильно. Такие- Это не является ошибкой, но есть более важные вещи, чем то, что вот сейчас мы здесь отрисовали. Если мы спустимся на уровень глубже, это значит, что вот ты тут каким-то образом создала компанию, и здесь каким-то образом создала компанию. Другой человек не создавал компанию, он хотел продукт. А другой человек не создавал компанию, он хотел устроить себе компанию. Это все обмен ресурсами между тремя разными людьми. Если смотреть фундаментально, то важнее было понимать на самом деле, смотри, к чему мы вообще докопались. Эту задачку мы решили, сейчас я покажу, как функционально она работает. Но на самом деле фундаментальней было важно разобраться, чем является бизнес в общей цепочке движения объектов в мире, условно. Я сейчас тебе так подведу. Ты как человек, ты владеешь различными ресурсами, различные формы. Это все ресурсы окружения, семья ты создала у себя, ты создала там ресурсы, компания, интеллект, опыт. Это все ресурсы, которые ты накопила за всю свою жизнь. Да. Ты их копишь с какой-то целью. У тебя есть какие-то личные цели. У тебя есть личные цели, ради чего ты эти ресурсы комбинируешь. Личные цели определяются набором ресурсов на твоем складе. Ты по-другому ее не придумаешь, эту цель, потому что без понимания, куда ты хочешь, ты ее не создашь, ты ее даже не опишешь. И результат, это все вот эти вот ресурсы, сжатые в одну цифру. Это какой-то результат, это и есть по факту ты, потому что есть цели, есть результат, есть ресурсы. Логика простая. Человек комбинирует ресурсы ради результата. Как он их комбинирует? Он берет окружение, финансы, здоровье, тут как-то их скомбинировал, создал компанию. Потом берет компанию, туда ложит какой-то другой ресурс, плюс финансы опять, скомбинировал, получил прибыль снова и получил там какой-то, помнишь, я говорил, кроме прибыли, там еще масса разных результатов. Знания, все что угодно. Это все ты начинаешь складывать на складе. Это все управляется с помощью мозга, это все управляется по факту каким-то процессором, где все это считается, определяется. И от того, как у тебя здесь все упорядочено, или как ты это все комбинируешь, зависит вот это вот то, что результат. ты хочешь поставить себе, и то, что ты имеешь. Но если у тебя не хватает ресурсов на своем складе, я говорил здесь примеры, есть человек, который имеет свой набор ресурсов ради своих целей. Это навык рисовать, это навык, не знаю, приятно выглядеть, неважно. Да. Это все ресурсы, это его финансы, это его что-то еще. Он себе сформировал какие-то цели. У него есть какой-то результат. Он понимает, что для его какой-то, чтобы поднять вот этот ресурс, ему необходимо, наверное, устроиться на работу. А вот ты здесь как раз сжала все, чтобы у тебя была карьера. И тебе, чтобы здесь тоже ресурс, твоя компания росла и финансы росли, тебе необходимо сюда привлечь дизайнера. Тут задача, как сделать так, чтобы вы нашли друг друга в системе, чтобы вы подружились и обменялись ресурсами, развели все по складам. То, к чему мы добрались, не существует линейного обмена ресурсами между людьми. Его просто не существует. Нету такого, что ты передала мне деньги, а я тебе передал другой. Это все какое-то комбинирование. Выжимка. Да, это всегда это всегда комбинирование в новые ресурсы. Есть просто масса огромная людей, которые в этих всех полях комбинирования работают. Просто вот это вот отдельная личность. Вот эта вот отдельная личность, это как раз то, что Vimex сделал на фундаменте. Мы сделали продукт для управления результатами. Почему у нас на сайте про управление результатами? Почему у нас на сайте про понимание вот этих вот вещей? Потому что твоя ключевая цель понимать вот это, и понимать, из чего он собирается. Тут понимание — это то, ради чего все создают софт, все создают какие-то приложения. Они хотят понимать, что в реальном мире происходит все закономерно. Это неизбежно будет шевелиться. Просто мы это с помощью софта еще как-то оцифровываем и описываем. Мы приложение создаем ради описать реальную картинку, что происходит в мире, для того, чтобы понимать, как ее можно изменить и как на нее можно влиять. Вот это вот зачем любой софт, любые приложения. И это все про поля комбинирования. Потому что ты компания создала это поле комбинирования, в котором ты обменялась с клиентом, с сотрудником, с другим соучредителем, который тоже владеет этой компанией, потому что у него кусок этой компании в виде 20% лежит у него на складе. И когда компания выдаст прибыль, она даст тебе 80%, а ему 20%. Вот это вот все про поле комбинирования. Это если в 2D смотреть, а вот это если смотреть в 3D. Есть 3 разных человека, это 3 разных склада ресурсов.
в нашем понимании время работает как отрезок, за который мы оборачиваем ресурсы. Отрезок? Вот это вот 3 отрезка, месяц. Это 3 одинаковых Да. месяца. Просто в них находятся разные люди. Ты представим, что вот посередине есть человек, который ты нашла, у него есть на складе ресурс, который тебе не хватает. Да. Ты просто его ресурсы привлекаешь в поле комбинирования в виде компании. Как это происходит? Это происходит вот в таком вот виде. Сейчас покажу. Смотри, это вот примерно то, что я тебе только что объяснял, что человек создал компанию в виде набора структурных единиц. Да. Он скомбинировал какие-то у себя ресурсы, создал компанию, это сразу создало набор структурных единиц, сразу же поместил туда ресурсы необходимые, нематериальные, оно как-то структурировало. И затем мы понимаем, что наших ресурсов не хватает. Мы привлекаем в них других людей, ресурсы других людей. Тут понимаешь, в чем логика? Компания строится не из людей. Ну, из структурных единиц, понятно. Да. И их Компания описывается структурными единицами, но строится она из ресурсов людей. Да, из ресурсов. Эти ресурсы комбинируются в структурных единицах и передаются вверх по системе, там, где распределяется дальше прибыль, кому-то продукт, кому-то зарплата, кому-то личное удовольствие. Да. Вот это вот то, что является каким-то естественным принципом оборота ресурсов. Это то, что нам получилось отрисовать. То, что мы сделали с приложениями, это уже вот это схематично, как выглядит продукт с приложениями. Человек, когда создал компанию, у него там 100% компании, например, его, есть SEO, структурная единица, есть набор структурных единиц, который описывает ее бизнес-модель. Он в нее подобавлял людей, эта вся история с помощью модулей, с помощью приложений, мы их еще называем так, как-то скомбинировалась и дала понимание. Это для того, чтобы оцифровать реально, что происходит в мире. Вот эти неизвестные, вот это сейчас неизвестное поле комбинирования, то, что здесь есть, Да. это мы для примера показали, что есть еще масса неизвестных полей, которые надо будет оцифровывать. Некоторые сейчас оцифрованы. Что такое, например, Uber? Uber — это поле комбинирования владельца Uber или владельцев Uber с пользователями. С помощью их созданного приложения. Их приложение — это просто описание их поля комбинирования. Там, где владельцы Uber положили туда Ресурсы свои. свои ресурсы, софт ключевой, водителей, договора, это все масса ресурсов, которые скомбинированы в результат. Ты у себя положила информацию, куда ехать, это ресурс, и положила деньги, это ресурс. Они скомбинировались как-то там, ты получила точку Б, которая тебе необходима для других целей, а он получил прибыль и уровень на рынке. Это все про какие-то, это все описание обмена ресурсов, любых форм. Неважно. Хоть вплоть до, не знаю, сейчас будут вплоть до семьи можно даже разложить. Да, это тоже туда же, да. Это все про ресурсы, потому что у тебя есть свои ресурсы, у кого-то свои ресурсы. И это всегда разные размерности. Нету так, чтобы одинаковые были размерности между складами. Так, дальше идем. Это понятно. Про поле комбинирования это... Про склады тоже. Склады тоже. Это типа очень... Вот это вот фундамент, вот это один из продуктов. Да. Потому что это один из продуктов, который управляет вот этой штукой. Если мы сейчас расшифровали, как управлять вот этим ресурсом, то все остальные — это вопрос времени, если мы нашли правильный метод описания этого всего. Он применим, получается. Да. Да, идем дальше. Давай немножко посмотрим, что мы тут смогли нарисовать за этот год. Смотрим. Есть понятие в системе, есть понятие как пользователь. Пользователь — это история, которая просто человек зарегистрировался, создал учетку, он имеет возможность пользоваться мессенджером, который здесь внутри заложен, имеет возможность создать либо компанию, либо резюме. Создать компанию, создать резюме. Да. Все. Как только ты запустишь процедуру создания компании, ты по факту создашь вот такую историю. Ты создашь объект в виде компании. Если смотреть опять на вот эти вот наши все зарисовки, которые я очень сильно люблю, то вот это компания, а вот это набор структурных единиц. Здесь равно стоит. Это значит, что вот это и вот это одно и то же в разной форме. Да. Просто это более понятное для управления. Это тоже в какой-то степени понятно для управления, но немножко сложнее, потому что мы функционально обросли, это уникально сформировалось, и это требует уникального разбирательства, как это работает. К чему вот это? Выглядит это, как знаешь, 10 равно 5 плюс 4 плюс 1. Одно и то же, да, понятно. Да, просто в разной форме. Ну, 4 до сих пор сложно, мы ее разбиваем на 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. 5 я также разобью. Я могу 3 плюс 2, а потом сделать там равно 1 плюс 1 и равно 1 плюс 1 плюс 1.
Что мы сделали? Мы разбили сложное для нас число на более простые для понимания, из чего состоит десяточка. Теперь мы делаем что? У нас есть дальше разбиение на ресурсы и на процессы. Ресурсы есть такие, и мы теперь понимаем, из каких ресурсов состоит вот этот результат, и какие процессы описаны для того, чтобы этими ресурсами управлять. И если я в этой системе заменю вот это на другое, то я повлияю на вот эту вот цифру. Мы сделали софт, который позволяет управлять вот этими маленькими объектами в системе без каких-то лишних рисков. Замена человека, если у тебя, например, работает, человек занимает роль бухгалтера, вот это роль бухгалтера, человек сюда лишь принес свои ресурсы, он не является, у тебя в компании и был бухгалтер до появления Ани, условно, я не знаю, как это. Аня это человек, который имеет ресурсы, который понимает, как бухгалтерия устроена. Она свои ресурсы принесла к тебе в компанию. Если ты с Аней расстанешься через какое-то время, она их заберет. Структурная единица никуда не уйдет. И на ней будет все описано, как это все устроено вообще в этом месте, в этой компании. Придя другой человек, он сразу увидит, из чего состояла структурная единица. Она увидит всю историю вплоть до переписки, потому что переписка бухгалтера – это ресурс компании. Все переписки внутри компании – это ресурс компании. Переписки личные – это ресурсы людей. Все, что внутри компании, желательно, чтобы оно там оставалось. Просто вопрос, как это все структурировано. Мы нашли возможность, как это с точки зрения архитектуры правильно разложить по компании. Мы нашли возможность, как это правильно структурировать и потом на него навешать нужный функционал для того, чтобы вот эти базовые вещи выполнялись. Потому что без них все эффектно будет, недолго. А вот этому не важно, у тебя в компании 5 человек или 5000, потому что это просто расширение структуры. Это всегда будет работать одинаково. Смотри, что мы сделали дальше. Когда мы нажмем на эту компанию, условно на 10, он ее разобьет на набор структурных единиц, который создан по умолчанию. Соучредитель, SEO, исполнитель. Когда я нажму на SEO, на SEO, да, я перейду на его дэшборд инструментов. Его дэшборд инструментов, это выглядит вот так. Да, тут есть соучредитель, который автоматически создан, в которых тоже есть набор инструментов. Ты как соучредитель своей компании, ты должна понимать результат компании, календарь, управление долей. Все. Как соучредитель, принятие каких-то решений в компании. Это все как структурная единица, я имею несколько, получается, своих полей, там для информации. Если я перехожу в исполнителя, то я получаю другой набор виджетов. Смотри, ты как SEO получаешь вот такой вот набор приложений. Это все виджеты, которые заложены. Структура это для управления именно структурой компании. Меняя структуру компании, ты меняешь описание компании по факту. Да. Структура, ресурсы, задачи, склад ресурсов, процессы, расходы, команда, результаты SEO, результат компании, соучредители, календарь, центр управления, выдача ЗП. Это вся история, она в виде модулей разворачивается, то, что я тебе показывал на айфоне, вот смотри. Вот это все виджеты. Вот это тоже виджеты, которые ты при нажатии разворачиваешь приложение. Как это выглядит, смотри на экране. Есть структура. Я, зайдя в структуру, просто беру, создаю новую структурную единицу. Это сразу же создает все для нее настройки, весь функционал. Потом есть процессы. Процесс — это, если я захочу ее описать перед наймом, это позволит легче человека адаптировать, обучить. Это все про затраты на процессе добавления, увольнения и вдруг какое-то обучение новое. Ресурсы — это мы написали свои файловые хранилища. Файловые хранилища, которые структурированы под нашу логику. Ресурсы, рабочие файлы, доступные мне. И она разбивается на нематериальные, материальные и дальше. Задачи мы написали свой таск-менеджер. Примерно то, что мы всегда пытаемся настроить в обычном компании для того, чтобы контролировать задачи с другими должностными лицами. Это не идет речь о разработке. Для разработки или для чего-то проектного, для дизайна мы используем свои таск-менеджеры. Это проектная деятельность. Ты же для бега не используешь заметки. Я сейчас пример навожу. То, что ты для бега устанавливаешь уникальное проектное приложение, условно. Для базы хватает каких-то вещей, потому что бухгалтер ненавидит жиру. Она для него очень мощная, или Asana, все что угодно мы возьмем, для него это очень серьезный функционал. Потому что они очень функционально развиты,
Но она не нужна всем должностным лицам, она нужна только отделу разработки, потому что там касаемо разработки очень сложные процедуры происходят. Для коммуникации компании это заложено внутри. Результаты SE, помнишь эти таблицы, когда ты показывал, как работают? Правильно понимаю, профильные какие-то приложения, то есть это будет докупаться? Какие-то профильные приложения в будущем можно будет доустанавливать на структурную единицу. Либо делать связь со структурной единицей в приложение. Просто переход. Задача, чтобы данные в системе появлялись с этих приложений. Это люди будут либо руками носить, либо будут какие-то интеграции. Вопрос развития, вопрос разработки просто. Смотри, когда человек создает новую структурную единицу, вот простейшая логика, у него есть 2 структурные единицы, он хочет ее настроить. Он заходит в менеджеры, заходит в структурную единицу, смотрит ее настройки. Оклады, бонусы, плановые, бесплановые. Это вся история, помнишь, что таблицы я настраивал? Да. Это все здесь перешло. Перешло только уже в управляемой, понятной форме, потому что я теперь могу любой показатель настроить внутри. Если сотрудник что-то хочет внести, то он просто заходит и вносит по той же самой структуре. А из-за того, что это все структурировано на нижних уровнях, мы это собираем в единый дэшборд у SEO в виде результат компании. Финально. Да, потому что это все внутри системы собирается в одну цифру. Это касаемо результатов. Результат компании, я тебе только что объяснил, что здесь уже собраны и ужаты все цифры, которые внутри происходили. Она еще видит предположения по расходам, она видит предположения по поступлениям, потому что сотрудники ведут учет, что они планируют заводить или что планируют выводить с компании. Эта вся история собирается в единую дату. Да, это будет немножко непривычно от того, как мы привыкли вести какие-то инструменты, таблицы, вот эта вся история. Тут надо думаться, тебе надо Xerox или тебе надо копия документа. Понятно, потому что люди какие-то результаты называют каким-то функционалом. 1С или что угодно. Тебе надо учет склада, контроль документов и контроль наличия товаров, или тебе надо 1С. Ты определись, тебе нужен результат или приложение. Поэтому это то, что мы сейчас создаем, оно позволит на структурных единицах создавать модули, которые отвечают за те или иные объекты. Просто это на старте это будет менее функционально, возможно. Архитектура у него позволяет наращивать любой функционал, потому что это как в сравнении с старыми кнопочными устройствами. Здесь архитектура, вот эта связка, не позволяет создавать быстрые, сильные ресурсы. Эта архитектура позволяет обновлять облако, позволяет обновлять приложения до нужного себе функционала, потому что вот эти приложения лежат над этой архитектурой. То же самое мы сейчас сделали. Вот эти приложения все лежат над этой архитектуре. Дальше по приложениям, что у нас еще тут есть такое? Расходы все, склад ресурсов, обычная инвентаризация, которая определяет, сколько у тебя денег на складе, сколько... Техники, все остальное. Техника это все то, что никто не использует в компании. Оно складывается на складе. Если кто-то хочет его использовать, он ложится на структурную единицу, как материальный ресурс. Если там кому-то никому не надо, оно летит на склад. Со склада мы сейчас дальше, уже ребята в разработке, магазин ресурсов между компаниями, по факту. Потому что тебе не надо, ты выставила на магазин, тебе не надо на Elixir нести. Ты в 2 клика запустила на магазин. А оно уже описано, потому что это какая-то карточка товара. Она в компании создавалась, она описывалась ценой, фотки там есть, описание там есть. И ты ее выбрасываешь на магазин. Понятно, потому что это такая же самая, как навык какой-то там дизайнить и так далее. Точно так же мы подкупаем, берем подрядчик, по сути, резюме, да, и точно так же мы можем взять ресурсы у какой-то другой компании, какой-либо. Ты просто можешь найти на магазине ресурсы, которые тебе нужны, а у тебя этого нет. Они могут его в аренду сдавать или что угодно. Вопрос условий по цене. Это просто между структурными единицами связь, которая перекладывает ресурс. Просто, понимаешь, это бы здесь тоже произошло. Просто это бы заняло, еще одну площадку, еще время. Еще одну площадку, еще время, еще уникальная задача для какого-то бухгалтера или складовщика, которому надо это проделать. Это все занимает, это все бьет по вот этой прибыли. И чем больше компания, тем больше цепочка должна пройти по этому всему. Когда у тебя один человек в компании, ты об этом не думаешь. Ты взял, принес, не надо ничего фиксировать. Когда у тебя в компании 100 человек, то без какой-то фиксации у тебя взорвется голова, потому что оно съест всю прибыль, та, что даже была заработанная. Это про такие вот микрофункции, микрорасходы между объектами. Там, где ты сказала про найм человека нового, также обмен ресурсами, также настройка коммуникации, потому что мессенджер будет зашит внутри. Мессенджер мы сделали свой, он как раз дальше идет по списку. Мессенджер — это приложение, которое позволяет внутри компании от любой структурной единицы настраивать переписку. Ты можешь занимать 3 роли в компании.
Ты как маркетолог пишешь дизайнеру. Ты же не, ну, в этот момент времени ты не как Наташа. Ты как Наташа маркетолог. Пишешь дизайнеру Саша. Если завтра будет Саша занимать роль маркетолога, то он увидит переписку, которая была раньше на этой странице. Ну, для того, чтобы это упростило немножко понимание, что было до этого. Твоя личная переписка, есть понятие личная переписка, она твоя, ее никто не сможет ни прочитать, ни увидеть никак, это зашифровано очень сильно. А переписка компании находится в компании, это упрощает вопрос онбординга, это вопрос передачи файлов, увольнения. Понимаешь, даже сама процедура увольнения, какая бы она ни была негативная, она грузит человека, который уже хочет оставить работу, а его просят, ну, там файлы передай, там что-то еще передай. Это могло быть просто страница. Да. Ну, потому что софтом такой можно передать в 2 нажатия буквально. Ты человека вынес с страницы, из базы данных, человека, из истории. его учетку убрал с страницы, ну, типа его пользователя, другого человека добавил в страницу. И страница на себе, как ячейка, продержала набор данных. Все. Да. Или если тебе не нужна эта страница в компании, ты ее хочешь удалить, ты просто ресурсы разбрасываешь на другие страницы. Ну, ее рабочую папку, ее материальные ресурсы, ее задачи раскидала по другим страницам. И процессы распределяются. Да, и процессы можно тоже распределять, потому что эти процессы, ну, как поставить правильно стол, написано в этой должности, в офис-менеджера. Офис-менеджера удаляешь, теперь этим будет заниматься маркетолог. Да, да. Вот правильно стол ставить вот так, там информация есть. Классно. Окей, понятно. Соучредители. Если ты владеешь компанией одна, то ты все решения принимаешь тоже сама. Все голосования, ну, ты сама принимаешь. Но если вдруг ты компания не одна, это уже вопрос веса принятия решений. То есть коммуникация между собственниками, соучредителями. Да, все правильно, все здесь. Потому что ты когда создашь компанию, ты можешь быть не одна. Это сразу же создаст настройки между вами. Потому что вот здесь вот компании, которые здесь живут, они об этом не задумываются. Да. А когда они начинают уже в большом бизнесе делить прибыли, возникают иногда вопросы. Как это делить, что это делить, как это считать. Эта вся история, она просто разведет прибыля по процентам в зависимости от договоренности. Человек владеет компанией в размере 100%. Он хочет кусок компании продать. Да, вот я... Он создает поле комбинирования, что является биржей. Или, ну, оно есть. Он на это поле комбинирования несет 20%, а в себя оставляет 80%. Сюда 20% прилетело компании на предложение, сюда прилетело от человека объем суммы, который он предлагает. Как только здесь прокомбинируются ресурсы, он получит 20%, а этот получит свои деньги. Ну, только вот сюда уже, в эту ячейку в деньги. Я тебе про то, что поменяться, ну, добавить соучредителя, размыть свою долю, это несложный функционал. Просто вопрос юридический, как это все закрепить, на это мы потратим года 3, наверное, чтобы это все произошло. Но это намного эффективнее, чем придумывать массу документов, массу нотариусов, массу всего. Это просто вопрос реестра, потому что тебе надо, чтобы отметка появилась в реестре, ну, в реестре компании. Да. Ну, это вопрос только связи системы с базой и вопрос легализации вот этих всех ребят. Потому что на старте, в бете это точно функционал подниматься не будет, но дальше это вопрос развития. Так, дальше что у нас еще есть? Соучредители, понятно. Настройка рабочего... управление компанией. Управление компанией — это там, где рабочий календарь, оплата, файловое хранилище, роллирование, общие настройки — это все просто про настройки компании. Это информация, которую ты хочешь о компании, чтобы была известна, либо роллирование, например, у тебя как у SEO, набор базовых приложений, тебе уже сложно их поддерживать. Ну, типа, компания выросла, тебе тяжело их обслуживать, ну, своим фокусом. Ты берешь вот этому модулю, даешь доступ вот этой странице. У нее открывается доступ, потому что по умолчанию его там не было. Потому что здесь было 5 модулей, здесь было 20 модулей. И ты сразу открыла доступ к этому, и теперь этот управляет вкладом, или этот управляет финансами, или этот управляет... То есть какую-то часть своих задач ты делегируешь? Да, ты какие-то свои вот эти вот функции... Ну, ячейку открепил и передал, правильно так понимаю? Просто доступ открываешь. Доступ на просмотр, на редактирование, это вопрос... Смотри, если посмотреть на айфоне, то у тебя есть... Если посмотреть на приложение, перейдем сейчас в SEO, у тебя есть набор базовых приложений, вот они, то, что я тебе показывал там. И ты можешь на любой из них выдать доступ к другому должностному лицу. Теперь им управляет другой человек. Не все приложения можно открывать доступ на редактирование, например, там, соучредителя или голосование проведения. Но в целом это все вопрос, все ресурсы, все модуля, которые касаются компании,
а не структура единицы. Есть расходы СЕ, есть результат компании. Я его могу выдать доступ к другому должностному лицу. Ну, например, образно я только что видела задачу, да? Например, у человека появился секретарь, он дает ему задачу, ну, образно, не знаю, помощник-ассистент, как это называется. Это будет на самом деле неправильный поступок, потому что это задача SEO, у секретаря будут свои задачи. Он может задачи перекидывать на него, задачи, но не модуль. Модуль он ему не даст. А если мы говорим про результат компании, там где про финансы, то это можно открыть, например, бухгалтеру. Доступ на этот модуль. Потому что задачи SEO — это задачи SEO. У бухгалтера будут свои задачи. Что здесь еще такое? Склад ресурсов. Это просто модуль, который по умолчанию заложен у SEO. Но если мне нету времени менеджерить этот склад, выдавать доступы, выдавать файлы, выдавать кому-то ресурсы, то я просто беру и даю доступ на какое-то должностное лицо любое по системе, с кем у тебя есть договоренность, что он управляет складом. У кого в процессах заложен теперь склад. Как только я сделаю выдать доступ на должностное лицо, у другого должностного лица, например, у менеджера по продажам, здесь появится такой же модуль. Понятно. А у него есть табар, там есть базовые ресурсы, то, что я тебе показывал, материальные, нематериальные, рабочие файлы, там, где просто свалка, помнишь, у тебя была папка в прототипах, временные файлы, рабочие, вот это вот она. Доступные мне, понятно, корзина, она только у SEO есть. Любой сотрудник, у тебя удаливший файл в компании, отправляет по умолчанию файл в корзину, который находится у SEO. Там он хранится 30 дней, потом удаляется. Это с целью обезопасить, вдруг тебя кто-то будет удалять с плохими материалы, намерениями. Удалить материалы, это все равно окажется в SEO. Оно не удаляется так просто. Файловое хранилище автоматически начисляется от количества структурных единиц в компании. Ты можешь расширять в зависимости от своих потребностей. Структура, понятно, я тебе показывал, что ты создаешь структурную единицу, это сразу же создает место, куда можно пригласить человека. Задачи. Всеми наши стандартный функционал с чек-листами, с описаниями. Процессы должностного лица и процессы компании. Процессы компании, помнишь, набор общих правил для всех, именно для уровня. А есть процессы должностного лица, это типа под должность. Как ему лучше делать то или иное. Лучше, это как рекомендация, как информация идет. И дашборд. Мессенджер всегда сквозной, он здесь еще не написан, но он будет сквозным между всеми структурными единицами. Плюс здесь очень классная штука, знаешь в чем? Помнишь, я говорил, обрати сюда внимание, что здесь сервер, который защищен Wi-Fi, это тоже расходы, которые тоже доступны только для таких компаний и которые создают дополнительные структурные единицы, которые напрягают прибыль. У меня ребята умудрились месяца на 6-м, когда разобрались с архитектурой вообще приложения, когда разобрались с дизайн-системой, когда разобрались с самой логикой работы, когда разобрались с математикой, как это все будет устроено. Там сидят ребята, у которых ресурсы на складе, на их складах, позволили создать вообще новый протокол шифрования. Это штука, которая будет... Немногие могут объяснить, мы вообще создавали протокол шифрования на старте, на первой версии. На самом деле мы очень много вещей сделали запасом наперед, потому что мы полгода занимались архитектурой, и затем сейчас только занимаемся 4 месяца функционалом. Вот тут вот заложено и шифрование, и архитектура, и дизайн-система. Здесь все заложено для того, чтобы вот эта вся история очень сильно стабильно работала. А протокол шифрования для того, чтобы даже мы не могли получить доступ к твоим данным. Никто извне не получит доступ к данным компании, потому что на моменте, когда ты зарегистрировалась в приложении, ты создала ключи шифрования, которые находятся у тебя. Вопрос алгоритмов шифрования — это вопрос у нас в системе происходит. Ну, типа, эти протоколы не взяты ниоткуда. Это у нас разработано. Поэтому эта штука будет для всех неизвестностью еще, наверное, полгода-год. Это позволит избежать вот этих вот серверов и лишних расходов с сисадминами и всеми этими вещами, которые нам приходится обычно комбинировать. Вся твоя переписка, все твои данные, ты спокойно их пускаешь на облако, на Amazon, и вообще не переживаешь вообще. Как мы будем сейчас выходить, смотри. Со временем, если мы рассматриваем, что мы выйдем в версию 0.7 в конце 2021 года, в январе, то версия 1.0 мы будем в бете находиться целый год. Целый год будем в бете находиться, затем версия 2.0, версия 3.0, это вопрос времени. Здесь будет весь тот функционал, который я тебе показывал только что, в максимальной мощностях. Ну, типа, все то, что я тебе показывал, это будет уже доработано, весь мессенджер, все итерации пройдет, которые нам необходимы. Task Manager отработает свои тесты, файловое хранилище покажет, что надо было, что не надо было. Все вот эти вот вещи, они здесь будут сейчас обновляться. Магазин ресурсов между компаниями. Вот эта вся история будет первый год обновляться. Затем
Затем вопрос финансовых инструментов, вопрос вот этих всех отношений между соучредителями, вопрос ЕЦП, вопрос вот этих всех приложений, которые упростят человечеству затраты на получение результата. Потому что с точки зрения логики, если мы вернемся вот к этой картинке, вот эта вся история, она была заменена вот этим устройством. Да. Только со временем оно постоянно, быстро, потом сейчас перестало обновляться. Я думаю, что то, что мы нашли, то, что мы придумали со складом ресурсов, с полем комбинирования, таким как компания, этого запаса хватит лет на 10 разгонять именно бизнес до меньше расходов. Как мы будем выходить, понятно. Да. Вот эта вся история, понятно, сколько стоит. Да. Стоит 90% жизни и 99% расходов. И там ERP-системы это все укрепляют. Вот эта вся история будет стоить на подписке. Я думаю, что на старте мы от 15 до 10 баксов будем давать за струну единицу. Но дальше вопрос системы, вопрос объема пользователей для того, чтобы это удешевлять. Потому что бэкэнд сам проработан так, чтобы он на объем. Он сразу рассчитан на объемы. Мы не считали под тест, там, под 20 компаний, под 50. Да. Мы сразу считали под какие-то миллионные цифры, именно количество запросов, количество обработки данных. Но во времени мы здесь занимаемся и этими системами в том числе. То, что у нас было полгода свободно для того, чтобы создать правильно, мы здесь смогли привлечь достаточно сильных специалистов для того, чтобы правильно заложили структуру самого продукта, чтобы мы где-то сейчас там случайно не уперлись, а мы больше не можем. Да. Мы себе ушатаем маркетинг. Или по цене мы не сможем разогнать до нужного объема, чтобы вот на этом этапе для нас только будет выгодно продаваться там по этой цене. Да. До этого всего этапа мы еще будем дотировать инвестициями эту всю историю. И где-то там в августе, в сентябре, это когда уже система начнет сама себя перекрывать этими расходами. Как-то так. По подписке, если у тебя компания 20 человек, то ты платишь, например, 200 баксов в месяц за вот это весь набор данных, которые ты здесь даже не можешь посчитать, сколько это стоит. Однозначно. Существующая компания, ты не пересчитаешь, сколько это стоит. Потому что там вещей, которые, ты же даже не сравнишь вот эту стоимость вот с этой, пока ты не сравнишь вот эти вот два результата. А это 1 к 1000. Если сравнивать на 20 годах разницы или 10 годах разницы. Да. Вот это та же самая история, это просто будет по подписке. И там, я так понимаю, будут дополнительно, например, Модуля? там типа, да, там хочешь там дополнительно больше памяти, образно, Да, или память, если объема. тебе не хватило памяти, ты докупаешь. Если ты хочешь какой-то консультант внутри системы, ты докупаешь. Это типа что-то про доп. Обвешивание функционалов, которые тебе, если тебе не надо, ты не оплачиваешь по умолчанию. Ну, то есть образно в финале это все отношения Да. происходят на одном... Юридические, финансовые, договорительные все. Да. Потому что ты же когда нанял сотрудника, ты же ему отправила оффер, Да. а он может у себя в приложении, если он верифицированный, то он может нажать ОК, принимаю. Это же как пользовательское соглашение. Человек, банк ID подтвержден. Он точно тот человек, который поставил подпись, ЕЦПшка. И ты ее наняла в компанию, договор создан. А когда ты ему создавала оффер, там было в договоре указано, что NDA какой-то, эти все отношения, они были заложены в предложении. Это экономит на найме очень много ресурсов. Потому что это можно софтом было писать. Да. Но не надо было создавать массу функций. Смотри, касаемо функционала, я думаю, что ты поняла, что мы сейчас будем находиться в бете целый год. Здесь мы ограниченно добавляем количество компаний, которые нам будет стратегически правильно подключать, потому что нету цели там гнаться за деньгами, нету цели гнаться за охватами, за подписками. Здесь ключевое, что найдена какая-то технология, метод, который позволяет более правильно с точки зрения математики настроить обмен ресурсами между людьми. Затем, когда будет версия 1.0, я думаю, что мы подпускаем все ограничения и сделаем уже максимальный доступ к ресурсу. Касаемо оплаты, касаемо функций, ты спрашивала за функции. Это вопрос времени. Здесь ключевое, чтобы мы правильно оттестили саму архитектуру. Если архитектура построения компании правильная, то набор функций и добавление внешних модулей, как в истории с операционной системой, это уже вопрос магазина. Магазин сейчас в разработке, именно само
понятие, как какой-то объект, откуда можно подгрузить модуль, он сейчас в разработке. Его нету смысла пытаться выкатить вот здесь вот. Его надо сделать где-то под конец, когда уже нормально все оттестировано, когда архитектура показала, что она правильная, когда разработчики все протестировали, что им необходимо, когда дизайнеры увидели, что все их задумки по UX сложились, вот тогда будет включаться уже какие-то сложные модуля, такие как финансовая система или как магазины приложений или модулей, или, например, даже построение предположений, то, что я тебе не показывал, но мы можем создавать предположения наперед во времени, не исходя, как старые системы считают P&L и кэшфлоу и пытаются финансовую систему предположить. Предполагать надо не финансовую систему, предполагать надо набор структурных единиц во времени и как они будут меняться. Вот это даст тебе точную картинку, как будет меняться компания. Потому что компания — это есть набор структурных единиц. Если ты сможешь предполагать, как будет меняться набор структурных единиц и что в них будет происходить, какие поступления или какие расходы, это тебе даст и сразу и структуру, и количество людей, и что в этом месяце должно быть поднято. Эта вся история, она будет более точная и более прогнозируемая. Она будет давать больше понимания, потому что она с другой архитектурой взята. Что еще из такого? С функционалом, думаю, что понятно. Здесь ключевое — архитектура. Функционал — это просто... Он будет развиваться отдельно. Сейчас нет цели победить функционально какой-то Google диск или победить. Они реально сделали крутые продукты, и во времени им уже там десятки лет. Поэтому сейчас функционально пытаться их обойти нету смысла. Ну, да. Мы сейчас делаем сначала базово правильную логику, а потом наращиваемся функционально. Потому что это позволяет функционально заняться. Это, оно будет постоянно очень много тратить денег. Смотри, давай теперь вернемся к целям компании, будем уже собирать общую картинку, на что это влияет. Так как мы нашли более важные вещи про склад ресурсов, что более важно, чем сама компания, потому что это что-то фундаментальное, и на этом как раз все и строится. Что здесь из цифр, что я делал акцент в начале? 90% компании умирает, 99% расходов тратим для 1% прибыли, и 40 лет средний возраст плюс. Вот эти вот 90% компаний, они же расходуют ресурсы, они же оборачивают ресурсы, расходуют, потребляют что-то. Да. Это все, что они потребляют, по факту было бессмысленным. КПД там 0. Они получают опыт, конечно, это плюс, польза есть, но это в целом, мы такие глобальные вещи иногда затрагиваем, человечество очень дорого стоит. Такое количество расходов на получение такого результата, который мы там себе придумали. Если раскопаться в этих цифрах, то здесь есть отчасти то, как мы строим систему, потому что это по факту какой-то метод. Я тебе когда-то давно рассказывал, что результат равно ресурсы плюс процессы поделено на 2. Здесь двойка, потому что ресурс может быть крутой, процессы слабые, или ресурсы процессы классно оточены. Поэтому мы усредняли до двойки. Это с целью понимания вообще, из чего формируется результат. Это не точная цифра, потому что за год работы с математиком в команде мы смогли вывести формулу, которая говорит, что любой результат равно вес умноженный на факт поделено на план. Таким образом мы взяли и смогли свести. У тебя же, понимаешь, в чем структура? У тебя есть структура компании, представим, что это она. У тебя здесь результат продажи, здесь результат финансы, здесь результат часы работы, здесь результат количества звонков, здесь результат просто ставка. И как их сжать в одну цифру, так, чтобы понять, какой здесь будет план 100%, это вопрос уже математики. Это можно было сделать только определить веса у этих результатов. Веса, которые сожмутся в одну цифру. Потому что по-другому это будет строить огромные дашборды. Смотри, касаемо дашбордов вообще, потому что будут говорить там Power BI или какие-то еще вещи решают, они решают. Только Power BI очень классно справляется с проектными показателями. На 4 уровне, там где сотни разных показателей, мы их можем собрать и в табличку. Можем визуализировать классно какими-то BI-ками. Но как понять 100% целей компании SEO, потому что у тебя цель компании какие-то 100% план. Да. Их надо сжать в одну цифру. Чтобы их сжать в одну цифру, необходимо понять их объем и задать, какой вес из этих 100 она имеет. Да. Это мы на софте тоже, на приложении, мы это решили с помощью функционала тоже. Теперь все показатели, которые у тебя будут плановые в компании, они будут перевзвешиваться и лететь в одну цифру. Сейчас объясню. То есть приоритет по важности, вес — это весомость на результат? Давай пример. У всех компаний есть
руководитель отдела продаж, например. Да. Допустим, что все модели стандартные, у них есть Да. руководитель отдела продаж. В этой руководителе отдела продаж есть продавцы опт, есть продавцы розница, есть клиент-сервис, который занимается звонками. Да. Это 3 структурные единицы, которые занимает один и тот же человек. Один человек занимает все 3 роли. Или это 3 показателя в одного человека, Да. неважно. Вот здесь план 1 миллион чего-то в месяц, здесь план 10 тысяч денег в месяц, здесь план 600 разговоров в месяц. Это план, который в месяц человек должен выполнить для того, чтобы план руководителя продаж был 100% выполнен. Да. Потому что у него эти планы по умолчанию, потому что они ниже него по структуре находятся. Но его именно мотивация идет от 100% его Да. выполнения плана. Допустим, давай смоделируем, что мы ему даем зарплату $1000, если он выполняет план на 100%. Да. Мы можем вот это все убрать и сделать просто ставку $1000. Но это будет неэффективно Да. с точки зрения мотивации, иногда это не срабатывает. Иногда хочется что-то посчитать, но ты потом себе такое усложняешь. Как посчитать вот эти вот цифры? Мы можем усреднить, я показал формулу, мы можем ее усреднить. Но усреднение не работает правильно. Ну, на больших разбежностях усреднение не срабатывает. У меня математик, когда вот это придумал, он сказал, типа, вот это философия, вот это математика. Поэтому вот это никому не говори, вот так вот система работает. Я говорю, ладно, но я все равно понимаю результат вот этой формулой. Как бы он на меня не кричал. Смотри, что мы делаем. Давай смоделируем ситуацию. Здесь 900 тысяч выполнено. Ну, метров, Факт. например, квадратных, да, здесь там, не знаю. Не, это типа не денег. Денег здесь выполнена вот такая сумма. Здесь у тебя план розница факт. продажи, да, это план факт. Здесь розница 30 тысяч выполнена. Денег. Здесь розница, здесь выполнено 600 разговоров. Да. Окей. Представим, что мы усредняем. Все результаты надо усреднить. Ну, типа взять их 3 количества, усреднить, то мы получим 90%, здесь 90% результат, здесь 300, здесь 100. Итого мы 490 поделим на 3, и мы получим там 163,3 где-то. Результат ропа, который равно $1630. Что, если усреднить, вроде как срабатывает. Но здесь 100 тысяч не хватает в кассе. Да. А здесь розница, которая на самом деле дала лишь плюс 20. Да. А она была создана лишь для того, чтобы Да. на опте были ресурсы. Здесь все нормально, здесь 100% выполнения плана. Как вот эта вот задачка, которую очень сложно решать. Потому что все сюда лепят звонки, все сюда лепят деньги, мотивацию. Да. А куда деть клиент-сервис? Потому что это тоже размерность, которая имеет плановое значение. Тогда зачем ее вообще планово ставить, если она сюда не идет в расчет? Ну, вот эти вот 3 разных размера, в чем проблема? У меня математик говорит, математика и физика, проблема с объединением 3 разных размерностей. Это одна размерность, это вторая размерность, это третья размерность. Как их сжать в одну цифру? Мы для этого ввели понятие вес. Например, что здесь вес 98, здесь вес 1,5, здесь вес 0,5. Мы взяли его 100% плана, сделали в 100 единиц результата и перевели в 100 единиц веса. 100 единиц веса мы распределили по структурным единицам. Теперь, перемножив 98 на 90, мы получим 80 с чем-то. Я сейчас не хочу точно, примерно 88. 98 умножить на 0,9, 88,2. Результат этой структурной единицы. И в этой структурной единице будет 1,5 умножено на 3. 4,5. 4,5 в этой будет 0,5, потому что выполнен на 100% план. Теперь мы вот это когда просуммируем, 4,5 плюс 80, тут будет 92,7 плюс 0,5, 93,2 там. Я сейчас, возможно, где-то ошибся в цифрах, но сама логика говорит о том, что теперь результат ропа не 163, а 93,2 умножено на 1000. Итого у него зарплата равно $932. $932. И вот таким вот, с помощью перевзвешивания мы можем собирать любую данные по системе благодаря этой структуре. Если мы сейчас наложим всю структуру нашу, то мы можем любые показатели собирать в единую цифру у всех. Потому что РОП и маркетолог или руководитель отдела маркетинга, он находится, у этого план выполнен на 93%, в этого план выполнен на 110%, но у этого был вес 70, а у этого был вес 30.
Они дальше, в цепочке дальше, я они поняла. дальше собираться будут еще дальше, пока не доберутся до SEO. И сколько мы таких процедур перевзвешивания оставим в системе, нам не важно. И эта штука зашита в приложении, как только ты зарегистрируешься в структуре единиц. Ну, типа, просто регистрируешься, настраиваешь плановый показатель, и вот эту всю штуку и пересчитываешь передаешь сам. значение веса. Да, и задаешь значение веса, что для тебя, для твоей компании более важно. Тебе сейчас важно звонки или тебе сейчас важно деньги? На уровне... Ты можешь переставить веса, да, и он здесь, пересчитает потом еще массово. и в разрезе А потом ты структурных можешь единиц. выше, да, потому что эта мотивация выше будет настраиваться теперь для кого-то. Ну, потому что это другой уровень структуры. А у кого-то может быть, у SEO, например, может быть роб, и исполнитель какой-то к нему прямо подчиняется. Поэтому здесь вес и этот вес, они между собой сводятся. Да, это мы решили мы эту задачку решили еще полгода назад. Мы не могли ее в софт засунуть. Потому что там ребята говорят, сложно. Потом продукты с этим потели очень долго. А потом мы засунули все-таки в понятие весов, и ты в приложении лишь берешь и устанавливаешь вес. Это работа с показателями, получается. Да. То есть в итоге вы подчинили показатели. Мы подчинили настройку весов касаемо показателей. Покажи, пожалуйста, еще раз. У тебя есть 3 разные показатели, по умолчанию она устанавливает 33 единицы. Она разбивает на количество. А потом ты можешь отпустить замки и настроить отдельно любой из показателей. Установить им веса. А не хочешь настраивать, работай с усреднением. Да, я смеюсь просто потому, что 3 года, агентство, которое производит публикации, у нас, я произвожу в месяц ряд публикаций, 100 единиц, да? Но эти 100 единиц могут складываться из графики, видео или анимаций. Да, я знаю. Вот. И теперь как подчинить оплату, да? То есть мы же не можем платить за одну публикацию, потому что она имеет разный вес. Я сейчас просто смеюсь, потому что это настолько круто, потому что, похоже, я прошла буквально месяц назад, и мы присвоили, сюжет стоит 100 баллов, 700 баллов, например, сюжет 2-го уровня стоит 1000 баллов. Смотри, это тоже... я к тому, что это вес, то есть я понимаю четко, потому что на самом деле 100 единиц контента, но суть его разная, потому что весомость каждого из них в цепочке, это просто, это я не могла представить, что это можно выложить, подчинить это в разрезе. Дальше это я как SEO своей компании в разрезе группы компаний, то есть и дальше, что я как структурная единица тоже имею свою весомость в разрезе всей этой. Я тебе сейчас больше скажу, мы готовим продукт очередной, который будет выглядеть примерно как ты сейчас озвучила. Просто я когда за какую-то мысль цепляюсь, я начинаю ее разрисовывать. Например, я маркетологам у себя объяснял, что, ребята, у нас цели по маркетингу — это какой-то ресурс, который мы хотим получить. Дальше этот ресурс пойдет в следующий результат. Там они сожмутся и пойдет дальше. И дальше. Вот это была картинка первая, которую я нарисовал, чтобы его объяснить. А потом такой, подожди, так у нас логотип подходит под это все. Я взял логотип разбил на веса. Потому что по факту в этом результате 2 разных результата. Да. Они могут дробиться, пока ты не устанешь это собирать. Это вопрос приложухи. Вот этот продукт будет... Говорят, что дизайн — это творческая профессия, оказывается, это математика. Математика, наверное, самая творческая профессия. Просто это ты придумаешь что-то, языки придумаешь. Дизайн — это тоже какой-то вроде математика. Это просто по придуманию описания чего-то другой формой. Это описание результата другой формой. Круто. Ты же понимаешь, что здесь 3 единицы с разными весами вошли в одну, и это дальше переключилось в следующую единицу. Сейчас я тебе показываю вообще прототип. Это я просто нарисовал продукт для того, чтобы они рисовали следующий продукт, который выйдет где-то здесь из этих. Потому что человек, когда соберет свои цели на стане, вот это же по факту они все. Да. Круто, очень идейно. Да, это даст, смотри, тут понимаешь, к чему это все ведет? Мы сможем объединять людей, у тебя есть ресурсы, у того есть такая, цель. Я просто смогу дать рекомендацию, что у этого человека есть такой ресурс. Это расставить все по нужным местам. Это все про сейчас закладки наперед. Давай вернемся сейчас к целям продукта больше. Смотри, вот эту картинку я рисовал в 2020 году, когда я понял, что юрлицом нельзя инвестировать в нашу компанию. Мы создали правила, по которым нельзя юрлицом инвестировать к нам в компанию. Я чисто рисовал схему для того, чтобы объяснить человеку, что я не могу принять не от физика деньги, потому что у нас в логике только с физиком владеть ресурсом. Это немножко упрощает. Это на самом деле сделано, чтобы не создавать лишние прокладки между договоренностями. Да. И эта картинка потом послужила складу ресурсов, который я тебе показывал. Склад ресурсов, там где логика. И потом мы с помощью этой картинки поняли то, что мы сейчас комбинируем ресурсы, возможно, немножко неэффективно. Возможно. Мы не утверждаем, мы предполагаем то, что вот эта логика чем-то схожа на
на работу мобильных устройств. Где мои мобильные устройства? Вот они. Вот мобильные устройства, вспоминаем картинку. Да. То, как ты их комбинировала, это нормально было. Нормально, у тебя не было понимания, что можно по-другому. Но то, сколько ты ресурсов на них тратила, это же вопрос всегда сначала денег, а потом чуть ли не ископаемых, которые ты переводила вот эту нефть, пластик, химия, заводы, которые в цепочке работали на получение от этого результата, который давал плюс вот это, давал вот этот результат. КПД использования вот этих ресурсов достаточно низкий в сравнении вот с этим. Потому что здесь много раз используемое устройство, здесь обновляется все с облака, и человек кастомизирует цели с помощью магазина. Да. Раз создать такое устройство в сотни раз дешевле, чем вот это постоянно производить. Каким бы оно ни было дорогим, это для человечества в десятки или в сотни раз дешевле, чем производить вот этот весь набор пластика, который через 2 месяца становится неактуальным. Да. Попыталась представить вот этот объем затрат, сколько заводов, сколько пластика, сколько производства, сколько это все на мусорках лежит, оно перерабатывается с 1000 лет, потому что оно не умирает так просто. Компании сейчас примерно так же комбинируют свои ресурсы. Если мы правы с тем, что это правило, по которому строятся теперь компании, дает набор базовых приложений, которые избегают вот этих вот комбинирований, дает сразу же достаточно логично, правильно собранную архитектуру и набор базовых приложений, которые тебе позволяют заниматься реально проектной деятельностью, а не заниматься созданием чего-то для управления проектной деятельностью, то вот есть цифры, которые меня тревожат в первую очередь, которые мы разрыли еще в начале разработки. Когда мы спланировали, на что мы привлекаем инвестиции, это было не на заработок денег, там заработок денег был вторичный вообще. С самого начала заработок денег был вторичным, потому что вот эти вот цифры про вверху СО2, внизу рост температуры, и это просто естественный рост населения, который каждый год прирастает на 90 миллионов. Сейчас можно посмотреть, я год назад ровно это делал. Вот это вот рост населения. У нас будет примерно 9 миллиардов через 10 лет. Рост СО2 показывает, что мы с 50-го года по сегодня очень прикольно разогнали показатели. И рост температуры то же самое. Мы пока что разгоняемся и неизвестно куда. Эти все разгоны мне показывают возможности вероятностей. Если ты предположишь вероятности, на что это повлияет, то мы можем, если мы поймем, из чего это произошло, то мы поймем... Что будет дальше? И как на это можем предполагать. Мы лишь должны предположить, я предполагаю, что из-за того, как мы комбинируем ресурсы, а бизнес это самый часто используемый ресурс, самый многооборачиваемый ресурс в ресурс, я бы так его назвал. Если мы оборачиваем его с низким КПД, что в сравнении с старыми устройствами, то, возможно, из-за того, что мы нашли новый метод комбинирования, мы немножко притормозим вот эту вот историю. Потому что сейчас еще плюс 1,5 градуса, и у тебя сыну будет не очень комфортно через 30 лет. Потому что если подумать на 30 лет вперед, то сейчас температура еще на 1,5 градуса подлетит. 1,5 градуса это значит, что вода будет на уровне Бурдж-Халифа порога. Это очень высокая вероятность уже. И сейчас все саммиты собираются, потому что они пытаются решить задачу, что делать. А любая настройка, которую они сейчас придумают, это даст сверху функции. Это только усугубит ситуацию. Мы можем пытаться что-то собирать, но надо разбираться в архитектуре вопроса. В архитектуре надо разбираться, а не функции. А не очередное устройство делать. И если архитектурно мы сейчас правы, то, что мы на самом деле не продукт сделали для компании, а нашли понимание, как это было правильно сделать. То, что мы сейчас первое сделаем, это лишь одна из версий продуктов. Потому что мы сейчас будем делать дальше, продукт это первый вышел, дальше будет еще. Какие-то в мире уже есть. Для управления коммуникацией у тебя iPhone, это все уже есть, они крутые реально. Мы туда не лезем вообще. Просто есть продукты, которые еще можно поулучшать. В плане расходов и в плане потребления человечества. Потому что, как показывает практика или как показывают расчеты, здесь плюс 1 градус или плюс еще пару пунктов по СО2, никакие тебе деньги не помогут нигде укрыться. Плюс 10 лет ты себя сделаешь при огромных деньгах. В общей массе нет. И когда мы говорим про влияние, то мы, возможно, случайным образом или как-то скомбинировав ресурсы, нашли возможность для 7,5 миллиардов человек на сегодня сделать плюс 20 лет комфортного существования. Понимаешь, насколько маленькое решение касаемо формулы? Это крутое решение, оно касается личного использования телефона.
Ой, личность поза человеком. Ну вот то, что мы сейчас сделали с компанией, я уже запутался, где она у меня находится. Вот. То, что мы сделали с компанией, это настроит порядок в других ресурсах. Мы сейчас не лезем в большие компании, которые там 50 плюс людей. Они нам на старте не интересны. Ошибка закладывается вот здесь. Да. Ошибка закладывается, когда ты первый раз настроила процедуру найма. Или создала файловое хранилище. Здесь вот ты заложила ошибку. Все, что дальше, это уже сценарий, который изучается в моменте. Да. Если мы вот эту вот ошибку сейчас исправим, тем, что мы просто разобьем на правильную структуру, то вот эти вот цифры высоковероятно мы сможем убавить. Мы сделаем здесь смертных случаев 60%, Да. а здесь убьем там до 70% расхода на получение прибыли. Компаний станет больше, потому что теперь будут меньше выбирать. Ну, типа, они будут... Тут вопрос, понимаешь, не сделать какую-то монополию или миллиард маленьких компаний. Здесь задача, это нам, во-первых, позволит это все немножко настраивать и высчитывать, что более лучше для КПД, ну, типа, что более лучше для оборота ресурсов, и делать настройки, чтобы это было максимально комфортно для человеческих целей, условно. Вот так вот примерно, куда WiMAX настроен. Это то, что мы не показывали до этого вообще нигде. Что глобальная ошибка получается всегда в начале. Конечно. И в перерасходе, ну, это, опять же, это очень мне близко. У меня всегда был вопрос то, что мне казалось, что при увеличении ресурсов я смогу достигнуть большего показателя. В итоге при оптимизации и правильном расходе, правильно я тебя понимаю? Да, но оптимизация иногда требует перестроения архитектуры, а не Не, оптимизация в плане использования правильной изначально схемы, как бы, а не взять, а потом начать его оптимизировать. Все правильно. Не, ну что глобально, ну, в глобальном смысле это сильно. Касаемо продуктов названия, сейчас пора уже раскрывать тайны. Мы изначально тянули название «Карьера» в наши продукты. «Карьера», там что-то, потом «Резюме», потом «Магазин приложений». Это все продукты, которые мы тянули в системе. Но мы понимаем, что мы делаем «Карьера», а также там и обмен с учителями, там и магазин, там типа очень много чего. Да, фундаментально это про управление своей карьерой, это для всех людей, это не только для компаний. Но оно где-то между строк, между всеми объектами, это как, знаешь, типа сжать вот эти устройства в одно. Ты же не назовешь телефон. Да. То, что мы называем телефоном смартфон, это немножко неправильно, потому что это уже не телефон, это уже и камера тоже. Ну, поэтому надо было придумать новое название, эти ребята классно с этим справились. Они просто сделали приставку iPhone. Мы супер решение, поэтому мы у себя сейчас называем продукты карьера или управление карьерой, или управление компанией. Всем это будет называться VHub. VHub, мы этого раньше нигде не показывали. Потом резюме, все, что касается поиска работы, все, что касается описания своих ресурсов, все, что касается повышения повышения своих результатов с помощью поиска новой компании. Это называться будет VRise. И там дальше масса продуктов с буквой В. Просто мы другое название какое-то придумать, это будет очень сложно. Ну, уже нет того слова, которое описывает то, что мы сделали, условно. Потому что это что-то новое. Новое, произведенное новой архитектурой. Да. Все. Вот поэтому и название новое. Смотри, а ты говоришь, что проблема, да, в глобальном смысле, вот если мы говорим за вот эту ситуацию, глобальная, скажем так, миссия компании. Вот так выглядит проблема. То, что очень сложная математика в получении какого-то результата. Человек хочет результат, он вписывается в историю, в логику, которая очень сложная. Он не понимает в полной форме, он не понимает структуру этого результата. Смотри, у нас ключевые слова — это понимание. На сайте везде мы говорим о понимании. Понимание, например, результат компании. Ты понимаешь результат компании? Да. Мы про его структуру этого результата. Мы про понимание структуры, как он собрался, этот результат. Вот WiMAX — это с целью, чтобы ты понимала результат его структуры. Вот это сложно. А если мы говорим про то, что сейчас WiMAX делает, он возьмет и структурирует все более понятную форму. Потому что есть склад ресурсов, это схема просто, как все в пространстве находится. Есть склад ресурсов и есть первый продукт WiMAX карьера, который там состоит из правил, набора базовых приложений, магазина и внешних приложений. Все. Это уже старая схема, она сейчас уже поменялась. Но в целом про то, что какая-то более понятная логика устраивается. Она выстраивается по-другому. Дает больше понимания, чем раньше, потому что каждый человек стремится понимать, как получился тот или иной результат. Это про понимание структуры результата. Да. Вот то, что мы сейчас делаем.
Но я теперь поняла просто, почему именно наносят сильный вред это компании маленькие. Маленькие Да, компании потому что они, просто- они выходят и по кругу идут, заново запускаются. Они сделали И результат. ущерба приносят в разрезе... Они там, тратят общие ресурсы. Да, Это да. типа есть 7,5 миллиардов. Смотри, Да, есть 7,5 миллиардов человек, у которых есть общий склад ресурсов. Их можно так свести до общего склада ресурсов, который используется всеми. Они просто эти ресурсы берут и комбинируют с целью какого-то результата и отдельно по складам разносят. Но эти ресурсы, они если не успевают восстанавливаться, то есть риск того, что мы их, когда-то они закончатся. Мы сейчас их все переведем в финансы с методом попыток. А это не сработало. Вот в чем проблема. Да, понятно. Я такой, типа, мы в этом просто вот живем, меня нету, знаешь, типа, я просто уже в этом варюсь очень давно, поэтому это очень понятно. Некоторые вещи даже сложно объяснять, потому что мы их уже понимаем, мы их даже еще не можем объяснить. Слов нету еще, чтобы их объяснять. Ну, вы свои слова уже внутри придумаете. мы общаемся на своем языке как-то там, и это производит новые продукты. Потом, когда продукт произвелся, логика продукта, мы тогда начинаем его описывать продуктами и переводить на нормальный язык, который все привыкли видеть. И потом на нашу архитектуру это просто навешиваем. На пользователя или на карьеру, это вопрос уже другой. Уже не на карьеру, а на VHub. VHub уже, да, уже можно сказать на VHub. Или на VRise, или там еще там порядка 10 разных названий, которые мы уже в бэклоге отложили. Что еще такого услышал вот сейчас, я прокручиваю в голове. Это действительно проблема для большого, вообще для населения, Да. слово «понимание». Да. Я его всем у себя постоянно толкаю. Понимание ключевое. И при этом всем оно же получается, если оно не положено на какую-то архитектуру, то Оно у каждого пропадет. оно свое. Да. И то, что, например, одна структурная единица говорит другой структурной единице, если это не наложено где-то, то, по сути, будет у них у уникальное, каждого да, свое. свои размеры Да, собой. и это опять, я теперь понимаю просто, почему вот что вот это уникальное, оно, по сути, нарастает, и я теперь прекрасно понимаю, чем это решение как бы... Скажи, как сложно объяснить, да? Потому что, понимаешь, слова не те. Все ты правильно понимаешь. Понимаешь ты правильно. Да. Потому что это дает вопрос понимания на каждом участке. Здесь ты часто интуитивно понимаешь, уже не понимаешь, из чего там твои Здесь миллионы очень много получаются. зависит от твоего бэкграунда, твоего мировосприятия, много лишней вообще здесь нет. вещей, которые невозможно повлиять на них глобально. А здесь ты просто, Мы это понимаем, мы результаты понимаем по-другому немножко. Мы их просто берем в башке и структурируем на какие-то вещи и какую-то ищем архитектуру этого результата, а потом только начинаем думать, как на него можно повлиять. Да. У тебя у любого результата всегда есть какие-то ракурсы. Смотри, что такое понимание, я тебе когда-то показывал, сейчас я картинку покажу, которую я когда-то отрисовывал для того, чтобы объяснять людям, что такое понимать. Для меня цифра 20 это одновременно масса состояний. Да, это да. 20, это да, 20, это 20, да. все 20. Просто я не знаю, каким методом, для чего будет проще считать. Я ее так понимаю. Мне 20 само неинтересно. Мне интересно, как она получилась, потому что эти все методы будут дальше разветвляться на какие-то сценарии. И какой-то из них максимально глубоко достанет до влияния на 20. А какой-то упрется, прямоугольник уперся 5/4, это тоже 20. Это в своей форме 20. Поэтому очень тяжело в плане комбинирования ракурсов. Это про разные ракурсы. Да. Цифра всегда одна и та же будет. Вот эта история, смотри, iPhone, смартфон и эти все вещи, это тоже это 20, и это 20. Только здесь 20 так получилось, а здесь 20 так. Теперь, когда она так получилась, я могу повлиять на то, чтобы сделать ее другой, вообще другой, повлиять на нее. А здесь я уперся, я там где-то, все, больше не улучшается понимание. Вот так оно просто устроено. Это про разные ракурсы. Мы так смотрим на любой результат, в принципе. У него есть разные веса. Это вопрос структуризации результата. Понимание – это про раскручивание результата с разных ракурсов. Когда ты понимаешь результат с разных ракурсов, ты можешь на него влиять. Если ты понимаешь только с одного ракурса, результат – это равно люди, у тебя проблемы. Потому что ты не понимаешь, как дальше это все разделять. Да. И ты пытаешься это все людьми зацепить, а не дай бог он уйдет, то добро пожаловать в список сначала. Да. Вот так это устроено. А здесь мы это минимизируем. Мы не устраняем на 100% ничего. На 100% не существует. Мы минимизируем вероятности того или иного риска.
Мы повышаем вероятность той или иной эффективности. Мы срезаем лишние шаги, которые повышают мы повышаем вероятность эффективности и понижаем вероятность рисков. В каком соотношении вопрос технологий показывает пока что наши тесты, что это очень большая разница с тем, что здесь настроилось. Но оно пока во времени сейчас разрастется. Это как заходил, например, технология операционной системы, когда заходила. Были про-запросы, и были люди, у которых не было денег. Они зашли вот здесь вот, во времени это был 2007 год. За последние 14 лет они просто расширились с помощью железа и функционала, они охватили сейчас все больше. Сейчас на iPhone фильмы снимаются. Да. Потому что они уже до про-запросов добрались. Сейчас у людей, у которых мало денег, они тоже здесь уже используют iPhone, потому что это покрытие стало шире, потому что технология показала свою эффективность. И вот таким вот образом будет сейчас заходить то же самое, что делает Wimax. Будут люди, которые большие компании 1000 человек, или от 50 до 1000, например, или от 100 до 1000. И будут люди, которые менее проактивные. Тяжело ему менять. И мы заходим вот сюда вот. Не, один наоборот хорошо. Когда один человек, это ему очень легко. А тут суть в том, что есть от 1 до 50 человек, это тем, кому будет легко переходить сразу. А во времени мы с помощью софта и с помощью результата вот этих людей, которые сразу вошли в эту всю историю, которые первые попали, которые поняли логику, мы с помощью их показываем результаты и просто улучшаем нужный нам объем. Нам не надо сейчас хвататься из этих, они нам не интересны вообще. Да. Нам надо, чтобы мы идеально с точки зрения математики создали продукт. А он сам до себя дальше все сделает. И поэтому там даже в стратегии, в маркетинге все заложено так, что мы не целимся ни в этих, ни в этих. Мы делаем идеальный продукт, а те, кто понимают разницу, начинают использовать его раньше. Кто раньше, тот, в того какие-то вероятности повышаются. Потому что вот это на это не надевается. Можно оно понять противоречит. Результат, его можно разбить на структурные единицы и перенести туда все свои ресурсы. Понимаю, да. От 1 до 100 человек это стресс от 0 до 100%. Все, что больше 100 человек, это стресс больше 100%. Стресс, который от перехода. Объем. Чем больше компаний, тем больнее будет тем переход? больнее будет переходить. А со временем мы эту цифру будем уменьшать, потому что будет повышаться покрытие. И софт будет позволять это легче делать. И люди будут привыкать, что теперь новые термины, новые понятия появились. С одной стороны, это очень глобально, а с другой стороны... Очень просто. Да. Очень просто, потому все что... зависит от понимания, как ты говоришь. Да. Очень просто в плане одной структурной единицы. Вот маленькая ячейка, которая тебе объясняет результат структурной единицы. А хочешь дробить ее, дроби. Ты можешь просто дробить ее до бесконечности, насколько тебя понимает, насколько тебе мозга хватает, чтобы разобраться внутри. Я очень хочу, чтобы эту всю штуку сейчас подхватили реально умные ребята, у которых на складах ресурсов тоже какие-то вещи накопились. Они сейчас это понимание плюс свои ресурсы скомбинируют, и мы получим еще что новое. А возможно, мы сами сейчас все разгоним до нужного предела. Задача, чтобы вот эта вот циферка набрала менее стремительный сценарий. Чем больше сейчас включаться будет в эту историю новых интересных людей, с новыми решениями, с заготовками, с ресурсами, чем будет лучше для вот этого всего, что здесь происходит. Чем больше включится в конкуренцию, тем для нас лучше, потому что наши цели вот про эти цифры. Денег мы и так заработаем. У нас проблем с деньгами были на моменты разработки, потому что надо было выдержать сценарий, по которому мы пошли, потому что это нестандартный путь. А сейчас, когда мы уже все показали, когда уже подключились люди, которые реально с безумными цифрами, этот проект уже никогда не утонет, потому что у него очень серьезные подкрепления со стороны пошли именно финансово, именно по тому сценарию, что нам надо, а не по тому сценарию, что везде принято, по которому часто компания ложится только из этого сценария. Мы выдержали сценарий, набрали на него нужный объем ресурсов и теперь просто распаковываем все, что мы задумали. В январе мы будем давать уже скачивать, там я думаю, что будет ограниченный доступ. У нас по плану заявок какое-то количество. Например, 100 компаний мы запускаем в январе. У нас сейчас предрегистрации уже 200. Да, это понятно. Это и так да, понятно. У нас предрегистрация уже переполняет количество компаний. Там будет формироваться некая очередь, на количество компаний, которые мы запускаем в создание. Вы же их распределяете. Да, мы их распределяем и какую-то очередь создаем для того, чтобы нужное количество пускать в работу на продукте. Потому что это вопрос нагрузок мощностей, вопрос нагрузок ядра, это все вопрос про нагрузки и про тесты, чтобы не создавать лишнее количество вопросов там, где реально ошибка была. Чем меньше людей будет на старте, тем нам лучше. Поэтому мы будем ограничивать количество
доступных подписок на компанию. Пользователи бесплатная. Для пользователей эта история бесплатная. Они сколько хотят, сколько, потому что пользователи это те люди, которые добавляют в компании. А сами компании это как раз поле комбинирования, которое требует высоких нагрузок на мощностях. Поэтому мы их будем немножко подрезать, ну, по количеству. И я думаю, что мы за год уже разгоним до нужного, где-то тут график, мы там за год доберемся до нужного вопроса мощностей, до нужных алгоритмов, которые это все обрабатывают. И потом сможем открыть спокойно для всех. Круто, но я последнее тебе хочу сказать, что в глобальном смысле для меня еще, кроме вот этого всего, переварить и принять в свою голову, это, по сути, образ мышления. Да. Который, немножко по-другому строится, да. То есть, если это не только в работе, это связано, эта архитектура накладывается на любую цель, да, на любую цель, ну, на результат, который ты хочешь получить. Неважно в какой в этом. Поэтому на самом деле это, я тебе просто понимаю, почему это в глобальном смысле. Да, поэтому мы и вот эту вот штуку имеем значение как фундаментально важное. Это просто про принцип мышления. Да, круто. Да, спасибо. Ошибка закладывается, когда ты первый раз настроила процедуру найма. В компаниях, где люди важны по-прежнему, но уход любого сотрудника не влечет крах компании. Это будет называться VHAP. Кто-то ушел, пришел, уволился, если он есть в системе, тут будет актуальный телефон, актуальная должность. Да, структурная единица всегда будет актуальна, замена в ней людей просто меняет контакты. Мы просто нашли архитектурно более эффективное решение. Это очень сильно удешевит метод получения результатов. Вот теперь можно заниматься свободной проектной деятельностью, а не думать, как зарплату настроить правильный расчет или как настроить правильно найм человека. И теория транзакционных издержек, с которой мы начали, она 1937 года. И ей все пользовались, да, просто как-то оценили ее через 63 года. Вот Вы решаете история, главную экономическую проблему – неограниченность потребностей и ограниченность ресурсов. Когда люди думают про будущее, они думают часто не очень далеко и часто не с учетом всех данных. Представь картинку через 30 лет. Если те графики, которые я показывал перед этим, здесь плюс 1 градус или плюс еще там пару пунктов по СО2, никакие тебе деньги не помогут нигде укрыться. Это действительно проблема для большого, ну вообще для населения. Да. Слово понимание.